Всем привет! Прежде чем начать, хочу попросить вас подписаться. Подписались? Нажали на колокольчик? Молодцы! Ну а теперь мы приступим. У нас будет третья часть нашей корзинки. Это будет крышка. Первые две части, я надеюсь, вы уже посмотрели. И теперь приступим к нашей крышке. Мы берем две реечки. У меня это обычные рейки. Подставляем нашу трубочку и будем их оплетать. Оплетаем их одной трубочкой с ситцевым плетением. Аккуратненько все подставили. Реечки у меня не выходят за пределы ручки, они стоят в уровень ручки. Аккуратненько проплетаем. Для того, чтобы наши рейки не катались туда-сюда, я их между собой сейчас свяжу, чтобы они стояли четко. После того, как мы их оплетем, они уже никуда не денутся и не сдвинутся. Вот я, видите, замотала резиночкой, чтобы они у нас не гуляли, чтобы было удобнее плести. Так мы проплетаем до самого конца реечки, от начала ручки до второго конца ручки. Оплетаем без пробелов, просто ровненько оплетаем. Никаких пробелов мы не делаем. Пока я оплетаю наши реечки, хочу вам напомнить, что у меня есть в Телеграме канал, на который можно подписаться, и также бесплатный чат, на который вы можете также прийти и общаться с единомышленниками. У нас есть в чате как плетуны совсем новенькие, так уже и опытные. Поэтому будет о чем поговорить. Все ссылки на чаты есть под роликом в описании. Подходим мы к окончанию и прячем наш последний хвостик. Мы его просто протянули внутрь и там обрезали, он никуда уже не денется. Аккуратно все поправили. Видите, реечки стоят четко в уровень нашей ручки. Обрезаем наш хвостик. Он уже нам не нужен. Теперь мы приступаем к нашим крышкам. У нас будет две крышечки. Берем ту же самую реечку. Если у вас есть круглый, значит берете круглую. Можно сделать из трубочек, но я считаю, что деревянные будут поплотнее и покрепче. Их можно купить в любом строительном магазине. Берем наши две трубочки. Одну трубочку, как видите, сдвоенную я поставила вдоль реечки. И еще сдвоенные трубочки мы подставили две. И одной оплетаем третьей. Оплетаем веревочкой из двух. Аккуратно все распределяем так, чтобы у нас трубочки ложились параллельно. Проплетаем и заворачиваем за нашу рейку. Это будут наши стоечки. Мы их сейчас еще подобавляем. Говорю сразу, никакого чертежа я не делала на эту крышку. Я сделала, буду делать на глаз, скажем так, эти стойки. Если оказывается, что их мало, значит просто в процессе мы их можем на каком-то одном этапе добавить еще несколько стоечек. Если вы видите, что у вас пошло большое расстояние между стойками. Если у вас так же, как у меня, в принципе, мне потом не понадобилось добавлять, значит ничего не добавляем, плетем также дальше.
Пока мы плетем обычный полукруг без добавления. После, когда мы будем прикладывать к нашей корзинке нашу крышку, вы будете видеть, что у вас не хватает длины. Может, у вас и хватит длины, а может, не хватит. Когда вы будете видеть, что у вас не хватает длины, значит, мы будем делать укороченные ряды для того, чтобы удлинить нашу крышку. Это все видно будет в процессе. Сейчас мы просто добавляем наши стоечки. Как только есть возможность подсовывать стойки, значит, мы их подставляем. И проплетаем веревочкой из двух. На этом этапе мы раздвигаем одну стойку, отодвигаем и делаем так, чтобы у нас было их по 3. Возле реечки получается вместе с рейкой, если считать, будет 3 стоечки. И здесь еще 3 по 3. Вот такая вот абракадабра у нас получилась. Оплетаем ее веревочкой из двух, после чего, когда вы видите, что вы уже можете раздваивать их, когда есть такая возможность, мы одну трубочку обрезаем и прячем. Оставляем одну для того, чтобы начать ситцевое плетение. Эту спрятали, и остается одна трубочка. Ей мы плетем ситцевым плетением и сразу раздвигаем наши стойки. Раздвигаем аккуратно, чтобы ничего нигде у вас не погнулось. И проплетаем определенное расстояние нашим ситцевым плетением. Сильно не разгоняйтесь, потому что нам еще надо будет сделать пропуски для того, чтобы подставить кожаные вставки, на которых будет держаться крышка. Пока плетем. Тут мы уже подошли к тому месту, где я предполагала, вот здесь у нас слева и справа будут пропуски. Будут пропуски для наших вставочек. Мы просто загибаем за соседнюю стоечку и оплетаем еще пару рядочков. Вы смотрите, какой ширины вы будете делать ленту свою, на которой будет держаться крышка, и такой ширины вы оставляете этот пропуск. Я проплетаю 2 ряда, и после чего я вижу, что мне уже нужно немного удлинить свою крышку, потому что корзина у нас не круглая, соответственно нужно удлинять. Наращиваем трубочки. И доплетаем наши 2 ряда. Не забывайте, с какой стороны вы начали плести, вы с той стороны должны закончить свою крышку.
Смотрите, тут вот видно, у меня укороченный ряд начинается. Здесь вторая часть укороченного ряда с другой стороны. И в следующий ряд я тоже делаю укороченными. Вот такая картина у меня получилась. Это был первый припуск на укороченные ряды, после чего я проплету еще пару рядочков и буду делать опять укороченные ряды. Но это будет уже после. Сначала я сделала здесь, чтобы понять, что у меня происходит вообще. После того, как я проплетаю, я примеряю крышку и вижу, где мне нужно опять укоротить ряды для того, чтобы удлинить свою крышку. Выровнять, скажем так. А сейчас мы свои припуски уже оставляем и плетем дальше, как и плели. Обязательно постоянно примеряйте крышку. Вот видите, у меня здесь были укороченные, теперь вот еще укороченные я сделала, такие же точно, как первый раз. А теперь мы сделаем загибку. Загибка — это обычная розга, но на полукруге. Мы подставляем нашу трубочку, здесь ее подставить несложно. Заворачиваем. Пока мы ее оставим в покое, так как у меня трубочки коротковатые, стоечки, мне их нужно удлинить. Поэтому я обрезаю эти трубочки и подставляю свежие. Они должны быть влажными, чтобы у вас получилась красивая загибка. Подставляем рядышком наши трубочки и плетем загибку розгу. Сразу все трубочки не подставляю, чтобы они не подсыхали. Восстанавливаем нашу первую трубочку, так как она уже у нас выскочила. Я ее не подклеиваю, она никуда потом не денется. И плетем нашу загибку. Плетем так же, как обычно. Загибаем стойку за стойку. И еще за одну. Загибка на 3. После чего мы берем нашу трубочку верхнюю и заводим за стоячок. И стоячок заводим за стоячок. Нашу трубочку, пенечек, мы обрезаем. Аккуратно все поправляйте, чтобы сразу у вас было все то, как надо. Обрезаем наш пенечек и плетем дальше.
Подошли мы к нашему окончанию загибочки. Здесь мы просто убираем лишние трубочки. Заводим трубочку как за стоячок. Сразу ее обрезаем. Это наш пенечек, так сказать. Заводим наш стоячок туда же. Тут можно, в принципе, подклеить, чтобы ничего не выскакивало. Завели стоячок, завернули его, и мы его спрячем. Пока мы прячем наш хвостик, я напоминаю, что у меня есть также школа онлайн, в которую можно записаться через любую соцсеть в личных сообщениях. Ну а мы обрезаем нашу трубочку и прячем ее. Теперь мы обрезаем одну трубочку, она у нас тут явно лишняя. Аккуратно отрезайте, чтобы не выскочила на обратную сторону. Поправили, и остается одна трубочка, которую мы также просто просунем и обрежем. Она зафиксирует нашу всю плетенку. Аккуратно ее протягиваем во внутреннюю сторону. Аккуратно все протянули, и с той стороны мы ее можем обрезать. Зато она очень хорошо все зафиксирует вам. И на этом наша крышечка в принципе закончилась. Вот такая вот получилась. Делаем аналогично вторую крышку. И теперь я беру кожзам, так как это у меня пробный вариант. Мы вырезаем нужную длину нашей полоски, 2 штучки, и нужную ширину. Берем вот такие вот штучки. Я не знаю, честно сказать, как они называются. Это такие вот как заклепки, но они как шурупчики закручиваются. Это самый такой легкий вариант, скажем так. Не надо заклепки ставить, ничего пробивать. Все очень легко и просто. Они продаются в обычных швейных магазинах. Вот так они выглядят. Мы их раскручиваем. Там шурупчик. У них у всех есть определенная длина и диаметр шляпки. Я взяла 2 для пробы. Одну 7 миллиметров. Она оказалась маловатая. Вот эта, которая у меня сейчас в руках. А ту, которую я прикрутила, она у меня 1 сантиметр. Вот она подошла идеально. Но у вас смотрите сами, какой вам подойдет больше. Какой лучше поместится. Вот этот вот я сейчас померю. Этот где-то 7 миллиметров. А этот 1 сантиметр. Вот 1 сантиметр мне подошел. Мы берем нашу полоску, сворачиваем ее вот таким образом. Сначала вы делаете вот этот заворот на верхнюю сторону, чтобы примерно примерить, сколько вам нужно. Проделываете дырочки. Прямо на самой корзинке это все проделываете. Проделываете отверстие. Потом вытаскиваете полностью свою эту кожаную полоску и одеваете уже так, как нужно. Сначала вы делаете хвостиками вверх, для того, чтобы вам удобнее было понять, сколько вам нужно отрезать. А потом эти хвостики, вот видно здесь, где они внизу. И просто продеваете ваш шурупчик этот, заклепочку. Здесь должно быть все в уровень, потому что когда будете нести корзинку, если у вас будет топорщиться, оно будет мешать
вам по ноге бить. Ну и на этом в принципе все. Вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем творческих успехов. Увидимся в новых роликах.